Тайбэй для нас начался еще до того, как мы попали в город. Уже в аэропорту ощущалось главное, насколько здесь все продумано. Здесь не было ни шума, ни хаоса, а скорее царил такое спокойствие и порядок. Паспортный контроль прошел быстро, навигация была понятная, и буквально через несколько минут мы уже готовы двигаться дальше. Вот. При входе в туалет написано, что два горшка сейчас свободны. В женском 5. Есть кабинки душевые. Вот как это выглядит. Принимаешь душ, утираешься, если есть полотенце, и летишь дальше. Абсолютно чистая душевая кабинка. Здесь находится такая крутая инсталляция, созданная из лего. И здесь дети могут поиграться даже в лего. Вот здесь внизу детальки лежат. И можно что-нибудь этакое составить. Вот в аэропорту Тайбэя есть такая интересная вещь. Смотровая площадка, где можно прям выйти на улицу и наблюдать за посадкой и взлетом самолетов. Прям вот не через стекло, а вживую. Неожиданно было обнаружить в аэропорту Тайбэя даже специальные зоны для домашних животных. Места, где питомцы могут отдохнуть до или после перелета. В общем, аэропорт нам показался довольно необычным. Здесь все работало так, как будто кто-то заранее подумал за тебя. Бесплатный интернет, удобные зоны ожидания, чистота, к которой быстро привыкаешь. Но самое главное ощущение – это то, что Тайвань сразу кажется дружелюбным. Без давления, без спешки. И уже здесь понимаешь, это будет совсем другое путешествие. Лучший способ понять Тайбэй – это спуститься в метро. Некоторые считают, что метро – это не просто транспорт, это отражение того, как устроен сам город. И первое, что замечаешь здесь – это тишина. Для туриста с Ближнего Востока это поначалу может шокировать. Здесь почти не разговаривают, никто не слушает музыку вслух, и даже телефонные разговоры – редкость. И это не правило на бумаге, это просто привычка уважать пространство других. И еще одна неожиданная деталь. В метро нельзя есть и даже пить воду. Однажды я на станции полез в рюкзак за бутылкой воды, и как раз рядом оказалась инспекторша, которая попросила не пить. Я был слегка обалдевшим. Ну, наверное, поэтому общественный транспорт и остается здесь таким чистым, а иногда кажется почти стерильным. Первый раз вижу такое, что кабинки, как на парковке, показаны, свободны или нет. В женском туалете 18 кабинок и показывает, какая свободна, какая нет. Как и в Японии, здесь на платформах люди выстраиваются в очереди. Сначала выходят пассажиры, и только потом все спокойно заходят внутрь. Без спешки, без хаоса. Для города с миллионами жителей это выглядит почти нереально. Но при всей этой строгости метро остается невероятно удобным. Понятные схемы, английский язык везде.
И вообще здесь сложно заблудиться. Так получилось, что из-за военных действий наш полет обратно отменили. И мы вынуждены были задержаться на Тайване на неделю дольше, чем планировалось, чтобы купить альтернативные билеты по более-менее приемлемой цене. То есть наше знакомство с Тайбэем продлилось вместо 3 до целых 10 дней. Можно сказать, знакомство переросло из шапочного в более глубокое, интимное. И это, нужно отметить, позволило открывать разные районы города не спеша, с расстановкой. И один из главных районов, где можно почувствовать современный Тайбэй, это район Ксимендинь, район, который никогда не останавливается. Днем здесь просто оживленно, но настоящая жизнь начинается вечером. Улицы заполняются людьми, включается неон, и город как будто ускоряется. Здесь играют уличные музыканты, кто-то танцует прямо на площади, а вокруг бесконечные магазины, кафе и вывески. Иногда нам казалось, что мы в крупном городе в Японии, например, в Осаке. Но при этом атмосфера совсем другая, менее хаотичная, более дружелюбная. Здесь можно гулять без цели и все равно постоянно находить что-то новое. Легко потеряться, но это, наверное, и делает район таким интересным. Поэтому, если мы хотели чувствовать пульс города, то мы ехали сюда. В честь фестиваля фонарей, все украшено, красиво. За этими пельменями тут стоит очередь метров 60, наверное. Я в шоке. Хотя пельмени продаются на каждом шагу, но здесь, видимо, свежак. Да? Днем здесь, хоть и народу поменьше, но тем не менее жизнь кипит. В Тайпэе есть такая необычная улица, называется Американская. Почему? Потому что на ней сосредоточены заведения, которые американскую культуру продвигают. Ресторанчики западного типа, всякие гаджеты продают. В общем, короче, как будто ты на 5-й авеню, типа. Есть такой необычный кафе или ресторан, называется Modern Toilet. Да, сейчас пойдем посмотрим, что там в туалетном ресторане подают, какие какашки. Вот на входе нас встречают туалеты, везде туалеты. Поднимаемся на 2-й туалетный этаж. О, кто-то тут уже навалял. Вот это нам принесли нашу еду. Это утка по-корейски. Кусочек белого какашка. Очень интересно. Белое такого еще не видели. А вот это вот в ванне блевотина под названием грты. А что там внутри? Ну-ка, расковыряй-ка. Нет, там есть, должны быть креветки, нет? Креветки где-то есть, они же здесь, что везде. Должны быть креветки, но пока не видели. Ну что ж, попробуем. Если честно, еда оказалась так себе, но дизайн позабавил. Ну и вообще, Тайбэй – это рай для гурманов. Здесь есть все, от уличных лавок до ресторанов высокого уровня.
И мы пробовали все, от классических тайваньских блюд до суши. И удивительно, даже простая еда здесь сделана с вниманием к деталям. И тут невозможно остаться голодным, и очень трудно остановиться. Ну и, конечно, нас наповал сразило суши. Такого разнообразия по таким ценам мы еще не встречали. Вот один из примеров ресторана. Тут даже очередь, как вот в аптеке. У нас 71 номер, сейчас показывает 68. Вот. Садятся за столиками и заказывают вот так вот на экранах. Это не нам поехало, это не нам поехало. Вот это может быть нам. Оп, наша приехала. Добро пожаловать в наш домик. Заказал блюдо, сам не знаю, что это такое. Посмотрим. Оп! Какие маленькие грибочки, смотри. Это, по-моему, гребешки, да, вот это вот. Внутренности гребешков, грибочки. Приехала тарелочка вот такого. Супчик с ракушками. Тут можно на экране еще играть в интерактивные игры. Мила вот выиграла приз, и сейчас приз приедет к нам. Написано: поздравляем, вы получите ваш приз на конвейере. Молодец, Мила. А вот приехал приз. Брелок, да, в виде Тайваня. Мила, она заказывала еще суши. Итак, вывод. Вот мы съели такое количество тарелок. На каждой тарелке было по 2 суши. Короче, 8 плюс 9, 13, 14, 15, 16, 17 тарелок примерно. 17 тарелок. И вот цена. 860 тайваньских долларов. Делим на 10, 86 шекелей за все. Вот это вот просто в шоке я. После шумного района Ксимэнь Тайбэй может показаться совсем другим. Стоит проехать всего несколько станций, и мы оказываемся в районе, где время словно замедляется. Это район улицы Дихуа, одна из самых старых улиц города. Когда-то здесь кипела торговля. Чай, ткани, специи. И это ощущение сохранилось до сих пор. В воздухе запах трав, чая и сушеных фруктов. Люди двигаются медленнее, разговоры тише, и сам город как будто делает паузу. Короче, тут, наверное, этих лавок сотни. И все продают примерно одно и то же. В разных вариациях. Но вот эти грибы везде сушеные. Вот эти вот всякие морепродукты сушеные, маленькие креветки, побольше, кальмар сушеный и так далее и тому подобное. И все равно мы видим, что этот район не застревает в прошлом. Среди старых лавок появляются современные кафе, дизайнерские магазины и галереи. Это место, где старый Тайбэй не исчезает, а просто становится частью нового. Вот здесь-то мы и начинаем понимать, что Тайбэй — это не только про будущее или прошлое, это про баланс. Есть в Тайбэе районы, которые не пытаются тебя впечатлить. И именно поэтому они запоминаются сильнее всего. Вот район Зоншань
и район вокруг Шуанлянь – это совсем другой ритм города. Здесь нет неоновых огней, нет такой исторической плотности вот этих вот районов, которые я показал до этого. Зато здесь есть ощущение повседневной жизни. Так живет рабочий Тайвань, утренний. Рынок Шаолинь – это такой оживленный, аутентичный утренний рынок. Здесь местные жители покупают свежие продукты, рыбу, мясо и даже одежду. Здесь дают продегустировать традиционные тайваньские закуски. Такой по-настоящему шумный местный рынок, без налета туристической коммерции и представляющий возможность увидеть повседневную жизнь тайбейцев. Вот даже гребешки можно купить. Просто гребешки, курица черная, курица белая. Мила купила какую-то рыбку здесь. Я купил их клубнику попробовать. Вот клубничка. 10 шекелей коробочка. Говорит, хорошая. Свиной жир. Народ берет. Центром этого района можно назвать вот этот вот проспект. Такое длинное зеленое пространство, которое проходит через город и соединяет разные улицы. Люди приходят сюда просто посидеть в кафе, пройтись по магазинам, встретиться с друзьями. И здесь мы открываем Тайбэй с другой стороны, как удобный, продуманный город для жизни. И здесь мы начинаем понимать его лучше и сильнее влюбляться в этот город. Ну, вот так вот этот променад выглядит вечером. Все освещено. Очень хороший район здесь. Мила здесь провела много времени. И говорит, что здесь прям молодежный тусняк такой, все цивильно. Даже радуга есть. В Тайбэе много гостиниц на разный кошелек. Мы, как, наверное, и многие, предпочитаем удобные, но недорогие. Ну а по сравнению с израильскими ценами, здесь все кажется дешево. И первые 3 ночи мы провели в уютном номере отеля под названием «Вау». Отель называется Wow. W-O-W. Только из-за названия можно уже сказать, что это вау. Вот такая вот комната, довольно-таки просторная, ну не вау просторная, но есть где развернуться вдвоем. Пространства хватает, есть кресло, газетку почитать, телевизор, вид с окна. Вид с окна не вау, а валь что можно сказать, кое-какие небоскребы видно. И изюминка номера — это такая вот ванная, которая по размеру, наверное, равна спальной комнате. Джакузи, ванна с джакузи. Есть туалет, не японский, к сожалению. И душевая кабинка тоже просторная такая, со всеми причиндалетами. Вот такая. То есть номер поделен на 2 части, причем вот эта часть, наверное, больше, чем или такая же по размеру, как спальная часть. Ну вот, наконец, спустя неделю, да, мы солнца не видели. Сегодня, наконец, спустилось на нас благословение. И теперь нас ожидают солнечные дни, облачные чуть-чуть, с небольшими облаками, но не пасмурно, не дождливо. Какое счастье! Мы подошли здесь неподалеку от Тайбэйской башни 101, такой маленький городской сад.
котором пруд. Все очень мило, красиво, цветочки и шикарные виды. Вода отражает эти высокие здания. Получается такой очень интересный рисунок. Эта башня под названием Тайбэй-101 когда-то была самым высоким зданием в мире. Но сегодня дело не в рекордах. Это точка, с которой можно увидеть весь город сразу. Подъем занимает меньше минуты, и за это время ты как будто переходишь в другой уровень восприятия. И вот перед тобой весь Тайбэй. Первое, что бросается в глаза, насколько он плотный, но при этом не кажется хаотичным. Между зданиями зелень, улицы читаются, и город выглядит удивительно упорядоченным. И Тайбэй еще буквально окружен лесистыми горами. Они видны со всех сторон и создают ощущение, что город находится внутри огромной чаши. То есть это не просто мегаполис, который оторван от природы, это город, который существует вместе с ней. И возможно именно с этой высоты становится понятно, почему Тайбэй ощущается таким комфортным. Он не давит, он дает пространство, даже будучи большим городом. Этот огромный шар весом более 600 тонн позволяет этому зданию быть сейсмоустойчивым. При землетрясениях этот огромный механизм колеблется и таким образом выравнивает здание, чтобы оно колебалось в тон землетрясением и не падало. Вот такую вот инженерную задумку воплотили в жизнь, когда строили это здание. Чтобы почувствовать, что в Тайбэе природа – это продолжение города, не нужно уезжать далеко. Достаточно сесть в гондолу. Так называемая Маоконг-гондола – это такая канатная дорога на юге Тайбэя, которая соединяет город с горным районом Маоконг. Ее открыли в 2007 году, и сегодня это один из самых простых способов оказаться на природе, не уезжая далеко. Поездка занимает около 20-30 минут, а по пути открываются виды на город, холмы и чайные плантации. Пальмы такие прям идеально ровные, идеально красивые. Мы решили идти 1,5 часа вниз пешком. Вместо того, чтобы полчаса спускаться на гондоле, можно за 1,5 часа дойти правда, до другого района какого-то и до другой станции метро. Ну, заодно будет любопытно все это посмотреть. Я надеюсь, только без крутых подъемов у нас будет дорога, потому что надеемся только на спуске. Вот женщины работают на чайных плантациях, собирают чай. Видели когда-нибудь такие цветочки? Они похожи на елочные игрушки. Вот тоже интересное какое-то растение. Уже цвело. А это что? Сакура цветет здесь. Куда мы пришли? Какой-то здесь у нас храм Божий. Сейчас пойдем отмаливать грехи. Наш спуск проходит по такой прекрасной тропе в окружении лесов, папоротников, тут буйной растительности. Спускаться нам еще долго. Тропа 800 метров, и потом еще 4 километра до станции метро. Мила, как ты? Как тебе спуск такой? Ты хотела? Нормально тебе?
бабочки летают. И даже желтые, белые, черные. И вот мы уже почти спустились к городу. Какой-то район не в центре. После горы тишины Тайбэй снова возвращает нас в реальность, но уже совсем другую. И вечером в Тайбэе почти автоматически тянет на ночные рынки. Их тут десятки. Раньше это были обычные вечерние базары, люди приходили после работы поесть, ведь дома не принято готовить, купить что-то простое. Но со временем это стало частью городской культуры. И по сути ничего не изменилось, просто теперь к местным добавились голодные туристы. Мы ходили на несколько таких рынков и всегда возвращались с хорошим настроением. Ты просто заходишь и сразу попадаешь в толпу. Вокруг жарят, кипит масло, кто-то что-то кричит. И запахи такие, что выбрать становится почти невозможно. Мы сначала пытались ходить осознанно, типа выбирать, где лучше. А в итоге просто начали брать все подряд, что выглядело интересно. Запахи смешиваются, сладкое, острое, жареное, и ты уже не понимаешь, что выбрать. Ну, где-то было очень вкусно, где-то не очень. И да, местами тесно, шумно, иногда вообще непонятно, куда идти. Но через какое-то время ты к этому привыкаешь и начинаешь ловить кайф. Потому что это не про идеальный сервис, это про ощущение, что ты внутри настоящего города, а не просто смотришь его со стороны. Вот первое блюдо, которое мы взяли, стоит 7 шекелей. Такое вот количество пельмешек, пинсье, очень тонкое тесто и внутри такое вкусное мяско. О. То есть можно купить маленьких рыбок. Что это такое? Как это называется? Креветки. Готовят прям сюда на глаза. Опять вечер. И где нас можно найти в этот вечер? На ночном рынке. Мы приехали на очередной рынок. Называется Шиллинг. В отличие от вчерашнего, он чуть побольше по размерам. И здесь много не только еды, а всяких одежды, игрушек, украшений. И он такой более организован, что ли, и более привлекателен, может быть, для туристов. Менее аутентичный в какой-то степени, чем вчерашний. Пути на корзину. Короче, улица, сплошные магазины для животных и с животными. То есть можно купить котят, щенят всевозможных. Сладкие, конечно, котятки. Короче, здесь вместо детей заводят все животных. И магазины целые, вот это огромные магазины. Один из многих, да, опять, посвященный вот собачьей всем еде. Тут тебе и кошачьи, и собачьи, все. Короче, целая улица, сплошные магазины для собак и для кошек. Вот так вот. Щеняточки тоже.
В первом отеле бронь была только на 3 ночи, поэтому на остальные нам пришлось искать новое место. И повезло найти классный отель неподалеку от делового центра Тайбэя. Отель Танго. Прекрасный отель. Здесь есть кабинет. Можно садиться и делать работу. Здесь есть спальная зона. Большая довольно-таки. Шторками можно закрыть. Создать романтику. Телевизор LG. Большое кресло. Здесь у нас зона купальная. Тоже джакузи с телевизором Sony. Даже пультик отдельный вот для него. Кресло непонятной конструкции. Умывальник. Туалет, к сожалению, не японский, но с телефоном. То есть можно звонить сразу на ресепшн, когда туалетная бумага заканчивается. Вот такой приятный номер, цена которого 360 шекелей в день, включая завтрак. Welcome to Tango Hotel. Самый главный прикол этого джакузи заключается в том, что вода набирается не из крана, поскольку я не вижу тут крана. Здесь нет в воде крана никакого. Открываем воду вот таким образом, горячую, холодную. И вода вот так вот падает прямо с потолка. Такого я еще нигде не видел. Это, конечно, интересное явление. Вот так вот падает вода с потолка. Включаем джакузи. И вот так это все брызгается. Ну вот мы пришли к мемориальному комплексу, посвященному Чай Канши. Это был первый правитель Тайваня. Его политическая история началась еще в Китае в 1925 году, где он возглавил партию Гоминдан. И в 40-х годах, когда коммунисты захотели захватить власть в Китае, началась гражданская война между коммунистами и, в кавычках, империалистами. Ну и в результате все члены этой партии вынуждены были бежать на Тайвань. Так началась история современного Тайваня. К тому времени Япония проиграла во Второй мировой войне, ее оккупация Тайваня закончилась. И здесь началась, в кавычках, оккупация партии Гоминдан, которая правила здесь до 1975 года, пока не умер Чай Канши. Чай Канши был такой правитель неоднозначный. Его правление, можно сказать, было авторитарным, не было никакой демократии особой. Он держал все в ежовых рукавицах, что называется. Похоронен Чай Канши еще не был до сих пор. Его тело забальзамировано и хранится в мавзолее не в этом мемориальном комплексе, а где-то тут неподалеку в городе Таоюань. По завещанию он должен быть предан земле в своем родном городе, в материковом Китае, после того, как его партия Гоминдан вернется к власти в Китае. Вопрос, конечно, интересный, когда это может случиться. Сейчас в этом комплексе проводят различные выставки, художественные, документальные, в том числе посвященные развитию демократии и гласности в Республике Тайвань. Вот этот мемориальный комплекс был воздвигнут в 1980-м сразу в эпицентр борьбы против автократии. Многие были против власти одного человека. Вот здесь такой музей демократии на Тайване, как она развивалась, как люди боролись за свои права против политики Гоминдана, контролировать все и всех. Сейчас, конечно, демократия уже добилась ошеломляющих успехов. Тайвань — это одна из азиатских стран, где демократия наиболее сильно развита.
После мемориала хочется немного вернуться в жизнь, в более живую атмосферу. И что удобно, далеко идти не нужно. Буквально несколько минут пешком, и мы уже в совершенно другом месте, под названием Нанмен Маркет. Здесь все наоборот. Компактно, шумнее, больше движения, и сразу ощущается такой повседневный ритм города. Такой резкий контраст, и в этом, наверное, весь Тайбэй. Где еще можно встретить такую собачку? Ну, конечно же, на тайваньском рынке. После рынка мы решили опять немного сменить темп. А Тайбэй умеет быть разным и представляет нам такую возможность. Рядом есть место, где город почти исчезает. Это ботанический сад. Здесь тише, больше зелени, меньше спешки. И здесь прикольно просто погулять, посмотреть на пруды, на птиц, на людей, которых тоже никуда не торопятся. И в какой-то момент мы вообще забыли, что мы в центре огромного мегаполиса. И в этом главный кайф. Здесь можно сделать паузу и перезагрузиться. Такие пальмы высоченные здесь. Метров, наверное, по 15, по 10. Как они держатся. В один из дней мы захотели сменить обстановку и отправились с утра на автобусе в соседний город на море, город-порт Цилунг. Мы ненадолго заезжали сюда, когда неделю осваивали Тайвань на машине. Об этом я подробно рассказываю в прошлом ролике о Тайване. Ссылку в описании оставляю. И тогда показалось, что этот город заслуживает большего внимания, тем более, что погодка выдалась чудесная, солнечная, что в этом городе редкость. Ну вот мы заехали в город Келунг еще раз. Немножко с другой стороны уже. И здесь такой совсем райончик с домами. Не то что заброшенными, они очень какие-то старые дома, но чтобы как-то облагородить их разукрасили в разные цвета на радость туристам. Парк, куда мы направляемся, находится на таком полуострове. Небольшой полуостров, где-то, может быть, диаметром несколько километров. Мы должны его пересечь. И вот, здесь совсем уж такие деревенские места. Собачки какие-то бегают. Домики какие-то такие старые, престарые. Живут здесь, скорее всего, рыбаки какие-нибудь. Ну вот, пришли мы наконец в парк. Ну, посмотрим, что тут есть. Вот напротив это находится военная база морских котиков Тайваня. Все зарешочено. Какие-то собаки гавкают там. Туда нельзя. Мы хотели попасть в это место с другой стороны острова, но там тоже закрыто. Я думаю, что они этот полуостров, часть его используют для тренировок. Восточное Китайское море. Которое плавно переходит в Тихий океан. Более того, здесь они заявляют, что идет разговор между морем и землей. Какой диалог мы не знаем, но можно послушать. И здесь, как нигде в другом месте, чувствуется, что такое сила природы. Эти камни обтачиваются тысячи лет, приобретают причудливые формы. И такие необычайные виды. Воображение дорисует уже свое.
Один из самых неожиданных способов открыть для себя Тайпэй оказался велосипед. YouBike — это такая городская система проката, и она здесь буквально везде. Больше 1000 станций по всему городу, десятки тысяч велосипедов, и каждый день этим пользуются сотни тысяч человек. Ну вот, я решил прокатиться на велосипедах. И здесь по всему Тайбэю есть сеть YouBike, так называемая. Нужно зарегистрироваться, скачать приложение, дать номер кредитной карты. Стоит это удовольствие где-то, насколько я понял, 2 шекеля в час, или что-то около того. Ну, недорого, в общем. Мы приехали в такое живописное место, это уже окраины Тайпэя, здесь протекает река. Мила пошла гулять, а я решил прокатиться. Этот район города называется Тамсуй. Мы ехали больше часа сюда от нашей станции. Мы живем практически в центре. И вот до окраин, чтобы добраться, надо было час 10 ехать. Этот район находится прямо возле впадения реки в море на западе острова. То есть вот через море, если туда плыть, можно приплыть в Китай. Вот такие прекрасные виды. Река здесь в месте падения в море становится очень широкой, красивой. Какая-то очень интересная композиция кошечек и девочки. Ну вот из-за строительных работ кое-где велодорожка выглядит таким образом. Строят мост, видимо, какие-то развязки к нему. Невозможно проехать. Ну, я уже почти добрался до рыбацкой этой гавани. Вот рыбаки привезли свежий улов. Женщина сортирует крабов. Смотрит, как они. Тут же разгрузка идет рыбы с грузовика. И вон там свежая рыбка уже, видимо, сортируется на продажу. Свежих крабиков закидывают в воду. Этот мост назвали мост любви. Не знаю для чего, наверное, для романтики. Здесь действительно романтичное место, такое романтическое. Гавань, рыбацкие судна. Вот, отдыхают тут в больших количествах. Вот оно, море, разделяющее Тайвань и Китай. Две такие похожие и не похожие страны одновременно. Но пока я катался в одну сторону, набережная наполнилась людьми. Я уже возвращаюсь к месту, откуда я отправился, и поеду в другую сторону. Людей стало побольше. Но набережная такая широкая здесь, и удобно ехать, никому не мешаешь, тебе не мешают. Художественная галерея детских картинок. Опять же, вот это внизу, это река. Или типа болото какое-то. А здесь сразу поезд проходит и тропа для велосипедистов. Я так понимаю, здесь можно даже
пройтись, посмотреть. Здесь, наверное, птицы гнездуются и так далее и тому подобное. Можно пройти, посмотреть, но нельзя на велосипеде. Какой здесь необычный лес. Он растет прямо в реке. Когда в сезон дождей, это все наполнено водой. А сейчас сухой сезон, так здесь сейчас все высохло. И выглядит это интересно довольно. Это фикус, большой фикус, как у нас дома растет. Ну вот время к закату, я приехал в такой вот обалденный большой парк. Взял велосипед, чтобы прокатиться чуть-чуть, хотя перед закатом. Много людей, сегодня пятница, вечер. Люди готовятся к выходным. Это место называется парк Метрополиан Нового Тайбэя. Огромное пространство рядом с рекой, где очень быстро забываешь, что находишься рядом с мегаполисом. Хорошие велосипедные дорожки, много места, и можно ехать без остановки, особо никуда не торопясь. Мне вообще показалось, что велосипедная инфраструктура – одна из самых недооцененных вещей в Тайбэе. Вдоль рек сделана целая сеть маршрутов, и многие парки соединены между собой. То есть можно спокойно кататься часами, проезжая совершенно разные части города и почти без машин и светофоров. И вот действительно здесь ощущается, что Тайбэй не шумный азиатский мегаполис, а очень удобный и продуманный город для жизни. Пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, куда хочу. Кручу, педали кручу. С горы, как птица лечу. Спешу налегке навстречу радуге дуге. Пусть дорога вдали бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, куда хочу. Красиво здесь, прудики всякие, пахнет водорослями. Мы приехали в место, где находится Экспо Тайпэя. Это такие павильоны, здесь проходят разные экспозиции, выставки типа ВДНХ. И здесь большие парки, всякие развлечения, киоски. Я на велике сейчас поеду исследовать эту территорию. Исследовать тут есть что. Одна из вещей, которая нас удивила в Тайбэе, это насколько важную роль здесь играют реки. Ведь город буквально построен вокруг них. Через него проходит сразу несколько крупных рек. Тамсуй, где я уже катался, Ксиньдиань и Келунг, это вот как раз эта речка. И река здесь это не просто вода между районами.
Вдоль рек сделали огромные зеленые зоны, парки, площадки, велодорожки. И поэтому, когда едешь по Тайбэю на велосипеде, очень часто оказываешься именно у воды. И это очень сильно меняет ощущение от города. Он кажется более открытым, что ли, более зеленым и намного менее тесным, чем ожидаешь от такого большого мегаполиса. Это очень впечатляет, что реки здесь это не что-то отдельное от города. Это полноценная часть повседневной жизни. Люди бегают, катаются, гуляют, сидят у воды. Здесь пенсионеры играют в мини-гольф. Соревнования какие-то у них тут. Не только пенсионеры. Вот тут малышня учится ездить на велосипеде. Соревнования. Ну вот, прибыли мы в славный район Гонгуань. Район Тайпэя. Такой университетский район, молодежный. Здесь находится большой кампус. Мила пошла исследовать торговые привлекательные заведения. А я на велике отправился в сторону реки. Вот по городу проходит такая велосипедная дорожка. Очень много велосипедных дорожек. Не везде, но практически везде тротуар довольно широкий и позволяет разъехаться с многочисленными пешеходами. Но в данном случае эта дорога ведет к реке, поэтому для удобства велосипедистов здесь сделали отдельную дорожку для них. В Тайване постоянно происходит наводнение, сезон дождей. Вот здесь вот даже поставили отметки, когда допустимый уровень поднятия реки и когда уже надо опасаться. Вот как видно, на уровне 9 это еще нормально. То есть река сейчас вообще на нулевом уровне практически. А поднимается до 9, это считается нормальным явлением. Она вполне может и дотянуться до 18, это случалось не раз, и тогда начинается затопление. Но научились как-то с этим бороться здесь. Здесь используют вот такие дамбы. Дамба уменьшает ее течение раза в 4, как видно. Вот здесь река полноводная, а там он уже какая-то ерунда течет. Рыба проходит. Кстати, не мешает рыбе эта плотина. Здесь специально все предусмотрено. Рыба может проходить через какие-то отверстия в этой плотине. Все продумано до мелочей. Видели когда-нибудь такой знак? Осторожно, змеи! Вот тут в парках могут попадаться даже ядовитые, поэтому нужно смотреть, быть внимательным, чтобы не наступить на такую. Короче, едем и сплошные эстакады, сплошные эстакады. Но зато надо сказать, сколько вот я немного, конечно, успел по Тайбэю поездить на машине. Пробки, конечно, значительно меньше, чем в Тель-Авиве. Ну, примерно как уровень Хайфы. Иногда, когда много пешеходов и много светофоров, там действительно чуть-чуть медленнее, но движется. Это вот благодаря вот этим вот логистическим решениям, которые позволяют машинам пересекать город, не застревая в пробках. Вообще Тайбэй лучше всего запомнился мне не небоскребами и даже не ночными рынками.
а вот такими велосипедными поездками. В этот день я наткнулся на какое-то необыкновенное место. Цветочные поля прямо рядом с городом. В свете уходящего солнца на фоне городских кварталов такое вот поле цветов разных окрасок вводит не только меня, но и всех гуляющих и проезжающих мимо в состояние абсолютного восторга, блаженства и покоя. И в этот момент я поймал себя на мысли, что вообще не чувствую усталости от большого города. Хотя обычно в мегаполисах у меня это очень быстро развивается и появляется. Да, Тайбэй оказался очень неожиданным. Мы не ехали сюда с мыслью, что это будет любимый город в Азии. Скорее наоборот, казалось, что это просто еще одна большая столица. Но чем больше времени здесь проводишь, тем сильнее он начинает цеплять. Не какими-то отдельными достопримечательностями, а ощущением жизни. Тем, насколько здесь удобно, спокойно и по-человечески все устроено. Метро, велосипеды, парки, река, еда, горы рядом с городом. Все это как-то очень естественно складывается вместе. И в итоге Тайбэй стал для меня городом, в который я совершенно не собирался влюбляться. Но почему-то именно это и произошло.